Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. У нас идет снежок, а я буду печь блины и чайный пирог с изюмом. Достала сыворотку, изюм, пирог я буду печь мужу, чтобы он там отнес своей коллеге. Блины готовы. И пирог тоже, сейчас его надо нарезать. Семейный вечер за просмотром фильма. Параллельно я тут журналы листаю. Андрей мне их подарил. Это журналы его мамы по вязанию. Так что рассматриваю. Он тоже что-то там в телефоне рыскает. Такой расслабленный, уютный вечер. Ну а сегодня Андрей будет чинить мне выключатель, точнее не чинить, а мастер его перевернул. Так, ну а теперь тут и с ящиками разбирается. Этот ящик из Икеи, где всякие побрякушки, тоже укрепил. Будем пить чай с пряником. Убиралась, нашла свои 3 планшета, там 2 моих, 1 мамин. Вот это все планшеты марки Prestigio. Последний раз я их заряжала в 2018 году. И могу сказать, что зарядка до сих пор просто практически он не разрядился. Шикарные планшеты. Ну, просто как-то уже не актуально стало, но тем не менее марка очень качественная. Хотя, конечно, вот у меня, например, любимый как-то говорил: да ну, ты что такое покупаешь? А на деле вот батарея как минимум шикарна. Гуляем в парке. Решили тут рядом прогуляться в Кусково. Ну, а это очередные семейные зарисовки. Я вяжу коврик. Нам в спальню он будет такой полукруглый. Ну, понятное дело, как у бразильцев. Все как положено. Каждый занят своим делом. Заодно немножко решила поснимать, потому что сейчас пока полноценно не получается. Ну, хотя бы фрагменты, да и на память прикольно оставить. Расслабляемся после прогулки. Сегодня у меня полдня не было со мной моего телефона, поэтому было что поснимать, но, соответственно, не снимала. Сейчас я готовлю обед и ужин. Здесь у меня пока косточка, бульон будет. А здесь я буду делать булгур с овощами. Морковь, фасоль, куриные ножки, специи, кабачки. Булгур обжарила. Ужин готов. Готовила суп. У него такой цвет, потому что тут очень много специй разных. Я очень люблю специи, чтобы травы было, всего побольше. Ну и, соответственно, булгур. Булгур мы так хорошо поели. Андрей попросил добавку, потому что, ну, понравилось. Здесь еще такая вот фасоль из консервной банки, плюс замороженная стручковая. Ну, действительно вкусно получилось. Орехами такой аромат ореховый потрясающий. Классно. Ну, сейчас я тут все помою. Самое интересное, вот я люблю готовить, чтобы был порядок, но вот я стараюсь плиту мыть после того, как я приготовила поесть. Сегодня получилось иначе, потому что я обжарила булгур, переложила в пиалку и потом уже приступила там моющим пылесосом по всей квартире орудовать. И здесь много чего насыпала, и я, соответственно, прям пылесосом здесь все и помыла. Ну а сейчас стала готовить. Да, придется мыть заново. Это я еще так тряпочкой протерла.
А это салют в честь 23 февраля. Ну, конечно, на камеру вряд ли будет как-то нормально видно, но все равно решила поснимать чуть-чуть. На самом деле красиво, хотя в детстве я любила все это смотреть. Сейчас, не знаю, мне даже было лениво подниматься и брать телефон в руки. Ну и ладно, все-таки заставила себя встать. Так что снимаю для вас. Уже следующий день, завтрак. Буду мыть удлинитель. Помыла удлинитель наконец-то, и Андрей после его скрутил. Так что я очень рада. Ну, я, правда, не помню, по какой причине он так попачкался. Нет, я помню, по какой причине. Он у меня лежал там, где компьютер, на полу, и, короче говоря, там, естественно, пыль была, там такой уголок труднодоступный, вот, и когда я моющим пылесосом все наводила порядок, то с него еще брызгалось сюда, то есть, как бы, да, вот почему он был такой уделанный. Ну ладно, зато сейчас чистый, нормальный, можно пользоваться. Мы идем в Кусковский парк на платную территорию, потому что с Андреем вместе никак туда не доходили, гуляли по бесплатной. Ну и вот, наконец-то добрались. Правда, зимой. Летом здесь, конечно, еще лучше, но и зимой не менее красиво, хотя я этот парк немножко недолюбливаю, потому как здесь, ну, на платной территории безопасно, конечно, а вот на бесплатной, мягко говоря, не совсем безопасно, поэтому я не очень люблю. Ну, а так, конечно, красиво, есть что посмотреть. Единственное, что вход стоит 50 рублей, это если не заходить в музеи. А так сейчас, если хотите посмотреть что-то в музее, то лучше брать на что-то конкретное билет. Единый выгодно, когда будет работать все. Вот это надо учитывать, имейте в виду. Тогда единый будет выгодно покупать. Ну, я в музеях была, с Андреем чуть позже сходим. Сейчас вот просто решили погулять, посмотреть. Мы уже довольно поздно выбрались. А так очень красиво. Но вот в зимнем парке я была давно, наверное, когда была маленькая. И потом еще, когда у меня был Миттельшнауцер, мы с ним здесь гуляли, потому что с ушастым только летом иногда. Вот. Так что сейчас для меня тоже все практически в новинку. Это грот. Здесь вот описание. Кому интересно, ставьте на паузу. А это птичий вольер. Летом тут павлины. Можно полюбоваться. Это здание очень красивое. А тут снимался фильм «Здрасте, я ваша тетя». Ну, по крайней мере, он там мелькал. Я уже подробностей не помню, но вот как-то так. Из парка мы вышли, перешли дорогу и попали в парк «Радуга». Здесь тоже довольно неплохо. Гуляем, пьем чай. Тоже очень красиво, конечно. И погода располагает. Все для нас. Классно. Я обожаю гулять, Андрей, по счастью, тоже. А сейчас мы рядышком еще один парк обнаружили. Ну или сквер, вон там качели. Надо их будет сейчас обновить. Здесь я не была. Качели «Активный гражданин», на них там хэштег. Ну и обед. Поздний такой. Сейчас видео вот в таком формате у меня нет времени снимать, но это где-то неделя будет. Следующий влог уже будет стандартный. Ну, появилось время, решила хотя бы помыть посуду на камеру для разнообразия.
Ну, тут в основном так, стаканчики, тарелочки, вот термос после прогулки нужно помыть будет. Ну, а так, все как всегда. Ложки, вилки. Так, и нужно новую губку положить, а старой помыть. Раковину просто я сейчас сунулась, смотрю, у меня такой для подобных уборок ничего старенького не нашлось. Накрутила волосы. Надо их расчесать, но это потом. Так, и сейчас принесла полотенца чистые. 2 комплекта, сейчас повешу. Накрасилась. Вытащила белье. И это Савеловский вокзал. Мы идем от Новослободской до ЦСКА пешком. Это сквер Яшина, недалеко от метро Динамо. Тоже очень классный. Посидели, попили чайку. Вот как раз-таки Динамо, Арена Плаза. Периодически туда захожу. Но это мой любимый парк Ходынское поле у метро ЦСКА. Конечно, место просто фантастическое, обожаю. Мы были в Ашане, помимо прогулки, и взяли на пробу пиво Брахма. Это бразильское пиво, типа Рио-де-Жанейро. Не знаю, насколько хорошее или нет. 69 рублей стоило, ну, по скидке. Решили взять. Очень интересно, что здесь никакой этикетки, кроме как наверху. Еще взяли баночку темного. Также креветки. В этот раз маленькие. Я захотела воблу, но воблы вообще не было, все разобрали. Мы взяли леща. Потом Андрею понравились вот эти булочки. Пампушки, они очень классные. Повторили, я взяла сосиски. Но это как бы ежемесячная моя покупка, как наполнение для каши. Вот это вот все специи я в Питер набрала Андрею здесь все специи, которые я использую, люблю и могу смело советовать вам. Это приправа для супа, она совершенно потрясающая. Базилик, укроп, петрушка, приправа для курицы, для картофеля, сладкий перец. Потом нам захотелось сухариков. Нам что-то так сухариков захотелось, что мы ехали и жевали их. Здесь сухарики вкус лук и сметана. Кетчуп взяли, потом вот такие вот булочки в Ашане, это стандартно такие сушеные. Томатный сок вчера брали в другом магазине, кстати, очень классный. И сахар, потому что я его использую в выпечке, а так вот, да, у меня тут есть истребитель сахара. И хлеб, потому что я только в ночь поставлю хлеб, но это будет белый. Ну вот взяли черный дарницкий, он очень хороший, 20, кажется, рублей. Ну, в общем, такие покупки. Уже следующий день снимаю белье с сушилки. Ну так, в основном полотенца, пижамки, кухонные всякие тряпочки. Вот эти перчатки, это полотенце такое для волос, очень удобно. Покупала когда-то фикс прайс. Ну, конечно же, в цвет ванны. Все такое мятное. Полотенце приобретала когда-то в Ашане по очень выгодной цене. В принципе, нравится. Я их даже как-то кипятила. Ну, я иногда люблю кипятить. Это даже лучше, чем в машинке на 95 градусах стирать. Нажарила блинов, пьем кофе. Подходим к Терлецкому парку. Ну, а это называется Владимирский тракт, довольно известное историческое место. Тут, по-моему, то ли в тюрьму кого-то везли. Но вот это место для пикника. Кажется, 70-е, наверное, годы. Я люблю такую архитектуру, но вот это выглядит, честно, жутковато. Вот прямо скажем, жутко. Посидели в KFC на обратном пути. Уже в лифте. И сейчас буду делать влажную уборку пылесосом.
вечер с креветками, томатным соком. Так, и другой день разбираем елку, убираем елочные игрушки. А это я на 23 февраля мужу подарила аромат арабский султан, очень классный, вообще здорово. И разбираемся в гардеробной. Ну, это у нас обед, суп. Так как мужу очень понравился булгур, я сегодня еще приготовлю. Здесь у меня замороженная какая-то зажарка я делала с овощами, плюс люля-кебаб, у меня есть еще бекон, вот, кабачки замороженные и морковка. Я сунулась, у меня нет морковки, как оказалось, забыли купить, поэтому вот, но у меня в замороженном виде были такие, правда, большие кусочки, но ничего страшного. А еще есть опята, поэтому я решила, что нужно немножко в морозилке освободить место. Просто, знаете, вот, например, вот эта вот зажарка, она очень вкусная, но я тогда не высчитывала калории в рецептах, поэтому сама стараюсь обычно не есть то, что я не считаю калорий. Но поскольку Андрей к этому спокойно относится, то ужин готов. Кот из дома, мыши в пляс, это называется. Другой день, обедаю, но это вместо завтрака, потому что встала поздно, соответственно, в самое время обедать. Ну что ж поделать. Крашусь и едем в Глобус и в Леруа Мерлен с подружкой. Была в магазине Глобус, ездили с подружкой. Так, в общем, что я приобрела? Капусту. Капуста по 16,99. Я взяла, как видите, 2 качана, потому что из одного качана я сделаю пирожки, а второй нужно будет заквасить. Вот, квашеную капусту, короче, сделать. Потому что у меня и квашеная капуста в холодильнике подходит к концу, а мужу очень понравилось. И еще, когда я ее квасила в августе, я перед самым отъездом 2-й раз заквасила, но я понимала, что у меня не будет месяца, она еще не успеет дойти до того состояния, когда нужно ее уже будет хранить, например, в холодильнике. Поэтому я заморозила и добавляю в суп. Там тоже у меня заканчивается. Поэтому нужно пополнить запасы. Вот. Еще я взяла муку по 40 с чем-то рублей, 2 килограмма. Я не брала эту марку, это вот внутренняя, видимо, марка магазина Глобус. Хочу попробовать, потому что, например, из ленты мне не понравилась мука. В Ашане я тоже муку не очень люблю, а вот красная цена в пятерочке великолепна. Поэтому хочу попробовать, может быть, неплохо. По-моему, по 29 рублей бумажные полотенца однослойные, с перфорацией написано. Они, как мне кажется, ну вот я еще не открывала упаковку, они немножко грубоваты, но это к лучшему. Я не люблю, чтобы кухонные полотенца, вот эти бумажные, были мягкие. В Ашане, кстати, подешевле, ну, честно, без разницы, не потащу оттуда. Все равно были на машине. Сода заканчивается, она постоянно и в выпечке я ее использую, и так что-нибудь. Ну, хотя посуду я с ней не мою, потому что современная сода уже не та. Взяла лук-порей. Цена 300 с чем-то, по-моему. 300 с чем-то рублей за килограмм, у меня 110 грамм. Вот. Потом взяла картошки. Я не могу сказать, что она хорошая или какая-то плохая, так себе. Цена 19,99 за килограмм. Также взяла морковь. Морковь 28,99 за килограмм. Тоже такая среднего качества, довольно. Лук 59 за килограмм, взяла немножко, но лук я никогда не набираю много, потому что я его использую, но именно набирать много нет смысла. Взяла чеснок, 100 грамм, 49 рублей.
Дальше. Чай 18, но я взяла его... Я не думаю, что там какое-то хорошее качество. Это, кстати, тоже марка магазина «Глобус», как я понимаю, ваш выбор. Но у меня закончились одноразовые вот эти пакетики, в которые можно чай россыпью насыпать. Пока я там в фикс-прайсе, например, куплю еще что-то. Ну, а на прогулке в термо, знаете, не очень приятно туда просто насыпать, хотя тоже можно, но... Вот. Хорошая цена была на лимоны, 79 рублей. Я взяла 2 лимона. Ну и сидр мистер Лис и китайскую капусту. Китайская капуста 98,99. В принципе, это недорого по нашим московским ценам. Потому что в Питере, мы в Семишагове, вообще вот мне муж привозил за 60 чем-то рублей. Но мне капуста всегда нужна, она очень долго хранится. Наконец-то я нашла приправу для пиццы, приправыч. Я в Инстаграм видела, хвалили, но я нигде не могла найти. В магазине Ярче не было. У нас в несетевом магазине Савини там тоже не было, хотя из этой серии представлено, ну, вы знаете, огромное количество, и, к сожалению. И пакетик стоил 26, по-моему, рублей. Ну, в общем, как-то очень бюджетно, потому что на Валберес можно было купить, но 5 или 10 штук, и, ну, ценник был не столь выгоден на тот момент, когда я смотрела, но мне не нужно 10 штук, понимаете? По идее, может, я даже и 2 погорячилась, но ладно. Специи все равно уйдут. Здесь... Ага, ну тут даже дан рецепт гавайской какой-то пиццы, а состав сушеные овощи, томат, паприка, красный чеснок, лук и паприка зеленая. Потом соль, травы сушеные, орегано, базилик, розмарин, тимьян, грибы молотые, кориандр, перец черный. Вот, ну, попробую. 15 грамм. Единственное, что я хотела взять что-то мясное, но нам не понравилось, ничего уже не было, мы не стали брать. Мы были в торговом центре, это значит Гиперглобус, торговый центр, господи, как он называется-то? Город Косино, Новокосино, в общем, Новоухтомское шоссе. Ну, нам тут недалеко, поэтому... Так, и сумма покупки 630 рублей 19 копеек. Насыпала соль, соду, тут чеснок, овощи. Уже другой день, съемка видео затянулась, но сегодня я уже все смонтирую, выложу. Ну, потому что позавчера муж уехал, пока был здесь, я, конечно, так полноценно прям не снимала, потихонечку. Вот сейчас села завтракать, у нас вообще... Просто дикий случай произошел вчера где-то, ну, я вообще поздно встала, и, как я поняла со слов подружки, довольно рано отключили батареи, и, в общем, сегодня только, ну, в общем, я думаю, что где-то сутки у нас отопления не было, ну, может быть, меньше. В принципе, ну, квартира охладилась, конечно, но это к лучшему. Наверное, я не знаю. Ну, честно говоря, под утро было так, это холодно. Особенно учитывая, что я плохо спала. Я вообще думала, что я простудилась, но нет, обошлось. Слава богу, обошлось. Красивое небо. И, в общем, я показывала тут, я мыла в очередной раз окно. И вот была у нас очень теплая погода. Я не знаю, видно на камеру или нет, но вот тут вот подтеки можно видеть. Ну, тут вот я пальцем схватилась. Это как бы с этой стороны не проблема. Вот здесь подтеки, то есть мне опять придется мыть. Вот эту за окном штуку, то, что они меняли, ну, тут уже я тоже все помыла, птицы уделали. Короче, есть чем заняться. Ну, я не знаю, как сегодня я буду или не сегодня этим заниматься, посмотрим.
Сейчас я сяду озвучивать и монтировать это видео, поэтому буду его завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 рыжая 3 Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения и до скорой встречи. Пока-пока.